Быть главным поп-айдолом планеты – это не только многомиллионные контракты, стадионы и любовь по всему миру. Для Чонгука из BTS это обернулось настоящим кошмаром наяву, который продолжается годами. Мы привыкли видеть его улыбающимся на сцене, но за закрытыми дверями его жизнь превратилась в крепость, штурмуемую безумными фанатами. Сосены — это не просто преданные поклонники. Это люди, чья любовь превратилась в опасную, маниакальную одержимость. Они не знают границ. Они считают, что имеют право на каждую секунду его личной жизни, на его тело, на его личное пространство и даже на его дом. Сегодня мы подробно разберем самые пугающие и громкие случаи преследования Чонгука, заглянем в хронологию этого безумия и, самое главное, выясним, как именно Big Hit Music и правоохранительные органы Южной Кореи наказывают тех, кто переходит черту закона. Досмотрите до конца, потому что судебные прецеденты последних лет доказывают, безнаказанность сосенов официально подошла к концу. Кто такие сосены и почему Чонгук стал их главной мишенью? Чтобы понять масштаб трагедии, нужно четко разделять понятия. Есть армия, фандом, который поддерживает группу, уважает их границы и покупает альбомы. И есть сосены. Само слово происходит от корейских слов «са» – «личный» и «сэнхваль» – «жизнь». То есть это сталкеры, паразитирующие на личной жизни звезд. Их цель – не наслаждаться творчеством, а привлечь к себе внимание айдола любой ценой, даже через его страх, злость или отвращение. Чонгук – золотой макне BTS. Он вырос на глазах у миллионов. Его открытость, искренность и привычка выходить в прямые эфиры посреди ночи, чтобы просто поболтать с фанатами, создали у некоторых психически нестабильных людей опасную иллюзию. Иллюзию того, что Чонгук – их близкий друг, парень или собственность. Они начали воспринимать его открытость как приглашение в его реальный дом. И то, что начиналось с преследований в аэропортах, быстро переросло в настоящую криминальную хронику. Хроника безумия. Телефонные звонки в прямом эфире. Одним из первых публичных тревожных звонков стал инцидент во время трансляции в приложении V-Live. Чонгук сидел в уютной комнате отеля после тяжелого концерта, общался с фанатами, как вдруг у него зазвонил телефон. На экране высветился незнакомый номер. Чонгук сбросил вызов. Через секунду звонок повторился. Лицо айдола мгновенно изменилось. Та самая знаменитая теплая улыбка исчезла, уступив место глухому раздражению и усталости. Чонгук прямо на камеру сказал: «Это звонит сосен-фанат. Они проверяют, мой ли это номер. Я сразу блокирую такие звонки. На самом деле это происходит постоянно, и мне это очень не нравится». Этот момент шокировал фандом. Стало ясно, что у сталкеров есть доступ к личным номерам телефонов участников группы. В Южной Корее существует целый теневой рынок, где недобросовестные сотрудники телекоммуникационных компаний или авиалиний продают личные данные айдолов за огромные деньги. Номера телефонов, номера паспортов, данные о рейсах и даже место в отеле – все это продается в закрытых чатах. Спортивный зал и трансляции на грани нервного срыва ситуация усугубилась, когда Чонгук начал активно заниматься боксом и фитнесом. Он часто делился кадрами со своих тренировок, сосены быстро вычислили его частный тренажерный зал. Во время одного из эфиров Чонгуку пришлось прямым текстом просить людей уйти. Он признался, что когда он закончил тренировку и вышел на улицу, его уже ждала толпа сталкеров. Его голос дрожал от сдерживаемого гнева. Он сказал: «Я благодарен за вашу любовь, но, пожалуйста, не приходите к месту моих тренировок. Я тоже человек, и мне нужно личное пространство». Для айдола, обученного всегда быть вежливым, такое заявление – это крайняя мера. Это был крик о помощи, который сосены, разумеется, проигнорировали. Доставка еды и открытые угрозы. Одним из самых мерзких и пугающих проявлений сталкинга стала история с доставкой еды на дом. Представьте, вы находитесь в своей закрытой, охраняемой квартире, пытаетесь отдохнуть. И вдруг посреди ночи в вашу дверь звонит курьер и привозит еду, которую вы не заказывали. Это повторилось несколько раз. Сосены узнали домашний адрес Чонгука в элитном районе Сеула Йонсан и начали присылать ему заказы. Это не была забота, это был акт психологического террора. Сталкеры буквально говорили ему: «Мы знаем, где ты спишь, мы знаем, когда ты дома, мы можем бесконечно нарушать твою безопасность». Реакция Чонгука была жесткой. Он опубликовал официальное заявление на платформе Weverse. Он написал: «Пожалуйста, не присылайте мне доставку еды, я все равно не буду ее есть. Я благодарен за ваши мысли, но я сам могу хорошо питаться. Если вы отправите ее еще раз, я проверю номер квитанции заказа и приму жесткие юридические меры. Пожалуйста, прекратите». Тогда же обострилась ситуация с угрозами в социальных сетях. Один из аккаунтов, предположительно принадлежащий сосену, опубликовал фотографию кухонного ножа с подписью, что они собираются наказать Чонгука за его неблагодарность.
Фандом забил тревогу, массово отправляя жалобы в агентство Hype. Секьюрити-команда артиста была переведена в режим максимальной готовности. Осада дома. Новые безумные случаи. После того, как Чонгук завершил обязательную военную службу и вернулся к гражданской жизни, атаки на его дом приобрели характер настоящей осады. Сталкеры со всего мира буквально слетались в Сеул, превращая район Йонсан в зону боевых действий. Первый громкий инцидент произошел сразу после его демобилизации. Гражданка Китая в возрасте около 30 лет выследила его адрес. Поздно вечером она проникла на территорию жилого комплекса и начала настойчиво подбирать пароль к цифровому замку на его входной двери. Она нажимала кнопки снова и снова, надеясь угадать комбинацию. К счастью, бдительные соседи заметили подозрительную женщину и вызвали полицию, которая задержала ее прямо на месте преступления. На допросе она заявила, что просто приехала в Корею, чтобы увидеть своего Чонгука. Спустя короткое время – новый шок. Другая фанатка, кореянка в возрасте около 40 лет, устроила слежку за въезжающими машинами. Как только открылись автоматические ворота подземного паркинга, чтобы пропустить один из автомобилей, она шмыгнула следом внутрь. Она пряталась среди машин, выжидая момент, когда Чонгук выйдет из лифта. Охрана заметила ее по камерам видеонаблюдения, вызвала наряд, и женщину скрутили. Ее аргумент корейской полиции поразил всех своей нелепостью. «Я зашла, потому что это дом моего друга». Затем последовала попытка проникновения от гражданки Японии 50 лет. Она на протяжении нескольких дней крутилась возле двери артиста и пыталась взломать кодовый замок. Каждая из этих женщин искренне верила, что имеет право находиться рядом с ним. Но апогеем этого безумия стала история бразильской сталкерши, которая устроила под окнами Чонгука настоящий перформанс. Молодая женщина 30 лет буквально поселилась возле его дома. Она приходила к его резиденции 22 раза. Она звонила в его интерком и дверной звонок 133 раза, требуя, чтобы он вышел. Когда ей не открывали, она начала разбрасывать вокруг его дома письма, вешать ее собственные фотографии на перила забора и писать маркером странные послания на стенах. В один из дней она даже пробралась за боковую калитку дома, пристроившись за курьером, который нес заказ. Она утверждала, что делает все это исключительно из глубокой любви к артисту. Сам Чонгук во время одной из пробежек даже выложил видео в соцсети, где в шутку сказал «сделаю селфи с тем, кто меня поймает». Но когда сталкеры восприняли это буквально и снова заблокировали его возле дома, он резко добавил: «Я не имел в виду, что вы должны караулить меня у дверей. Я реально начну раскрывать ваши личности и лица на весь интернет, если вы не прекратите». Как наказывают сасенов? Закон против одержимости долгое время корейское законодательство было невероятно мягким к сталкерам. До 2021 года преследование знаменитостей в Южной Корее классифицировалось как мелкое хулиганство. Максимум, что грозило преступнику, это штраф в районе 100 тысяч вон, около $80, и предупреждение. Сасены просто платили эти копейки и на следующий день возвращались караулить своих жертв. Но ситуация изменилась. Был принят жесткий закон о наказании за сталкинг – Stalking Punishment Act. Теперь преследование, нежелательные контакты, постоянные визиты к дому и создание чувства страха официально считаются уголовным преступлением. Максимальное наказание по этому закону – до 3 лет тюремного заключения или штраф до 30 миллионов вон, около $23 тысяч. А если сталкер использует оружие или представляет прямую физическую угрозу, срок увеличивается до 5 лет. Агентство Big Hit Music заняло позицию абсолютной нетерпимости. Они наняли команду высококлассных юристов, которые обрабатывают каждое заявление, каждую фотографию с камер видеонаблюдения и каждую квитанцию от нелегальной доставки еды. Big Hit регулярно публикует отчеты о судебных процессах. Их политика проста – никаких мировых соглашений, никакого смягчения и никаких извинений. Если тебя поймали, ты идешь под суд. Реальные приговоры, судебные прецеденты. Давайте посмотрим на конкретные результаты работы юристов и полиции. Что же стало с теми женщинами, которые атаковали дом Чонгука? Китайская фанатка, которая пыталась подобрать код от двери, была арестована прямо на месте. Ей предъявили обвинение в попытке незаконного проникновения в жилище. Ввиду того, что это было ее первое официально зафиксированное правонарушение и ущерб имуществу не был нанесен, суд вынес решение о приостановке судебного преследования с жестким условием немедленного выдворения из страны и пожизненного запрета на въезд в Южную Корею. Женщина в возрасте 40 лет, которая проникла на подземную парковку, пошла по более тяжелой статье. Охрана зафиксировала ее действия на видео, и полиция передала дело в прокуратуру. Ей были предъявлены официальные обвинения в незаконном проникновении на частную территорию и нарушении закона о сталкинге.
Теперь ее ждет крупный судебный штраф и судимость, которая навсегда испортит ее биографию. Японская 50-летняя сталкерша, которая систематически пыталась взломать замок, уехала из Кореи до завершения расследования, но корейское правосудие ее не отпустило. Полиция Йонсона официально предъявила ей обвинение заочно, и сейчас корейские власти координируют действия с международными органами для проведения официального допроса и ее задержания при любой попытке пересечь границу. И, наконец, самый громкий и свежий случай – та самая бразильская фанатка. Ее история закончилась показательным судебным процессом. Сначала полиция выдала ей экстренный ордер, запрещающий приближаться к дому Чонгука ближе, чем на 100 метров. Но ее одержимость была сильнее страха перед законом. Она нарушила этот запрет и снова пришла к его дверям. Ее арестовали как рецидивистку. Суд Сеула признал ее действия демонстрацией экстремального уровня одержимости. Бразильянка была приговорена к 1 году тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на 2 года, условный срок, а также к принудительным депортационным процедурам. Ее семья пыталась оправдать ее в прессе, заявляя, что у девушки нелеченное ментальное расстройство. Но закон остался непреклонен. Ее депортируют из Южной Кореи без права возвращения. Заключение, границы, которые нельзя переходить эти случаи, наглядный пример того, что эпоха, когда с Асеном все сходило с рук, официально закончилась. Чонгук и его агентство доказали, что безопасность артиста – это главный приоритет. Никакие крики о любви к кумиру не могут оправдать взлом замков, преследование на парковках и круглосуточную осаду чужого дома. Любить артиста значит уважать его как человека, слушать его музыку, приходить на концерты, но оставлять ему право на личную жизнь, на безопасный сон и на спокойный отдых в своем собственном доме. Чонгук отдает фанатам всего себя на сцене, и меньшее, что мы можем сделать для него в ответ, это защитить его право быть обычным человеком за пределами софитов.